Друзья, сегодня выходной день. Я вас приветствую на канале Разводня как хобби. И мы быстренько пробежимся по нашим аквариумам, посмотрим на состояние рыбок. Вот смотрю, здесь у неона вон одна какая-то самочка. Что-то у нее, вот видите, она как-то плавает как-то боком. Что-то у нее не то. Нужно ее отсюда убрать, конечно же. Ну, остальная компашка чувствует себя нормально. Анциструсы растут, но почему-то в этом аквариуме не нерестятся. Не знаю, что им не хватает. Ну, вообще-то у меня не все пары нерестятся, а только некоторые. Переехали мы резко на второй ярус. И на втором ярусе у нас разноцветный микс наших старичков, скажем так. Вот они в таком состоянии. Чувствуют себя хорошо. Отлично говорить не буду, скажу хорошо, потому что это не молоденькие рыбки, но все у них нормально. Кушают, получают иногда живой корм. И все у них хорошо. Вот здесь также рядом в аквариуме на втором ярусе находятся производители. Ну, вот эти вот анциструсы у меня иногда не рестятся. Вот производители гуппи и тернеции. Ну, тернеции этих давно не садил на нерест. Возможно, можно и попробовать, чтобы не было закистования. Резко переехали на второй ярус. Здесь у нас поживают коридоросы своей такой небольшой стайкой. Штук 100, да? Вот. И тернеции. Зеленые, желтые, красные, синие. Тоже когда-то они не рестились, но уже месяца 3 не нерестились. Так что не знаю, что из них получится в будущем. Но на это мы посмотрим. На третьем ярусе молодое поколение. В основном рыбка вся уже больше 3 сантиметров. Некоторые даже есть чуть-чуть вперед выбегают. Тоже понемногу реализуются. Но у нас в последнее время что магазины рыбку перестали продавать. Не знаю, там в связи с тем, что отключали свет иногда. Ну, с зимы, короче, еще не перешли на лето, скажем так. Вот, смотрите, анциструсы коряшку объели. Папашка, он такой сидит рогатый. И 2 самочки у него. Давно не показывал гуппи, вот здесь у меня есть. И здесь, кстати, вот батянька наш. И вон сегодня я заметил, вот смотрите, у него кладка икры. Видите, такая? Но одна. С одной самочкой он отнерестился. Вчера, кстати, не было. Сегодня заглянул. Оп, есть. Ну, может еще ночь впереди, может еще и вторую туда подгонит сразу одновременно. Но он такой у меня грозный. И такой хорошо плодовитый, скажу вам. Вот такие пироги. Будем смотреть, как будет развиваться личинка. Так, и так вот на втором ярусе тоже, там где у меня нерестовички стоят. Вот такое количество гуппи. Но это еще молодежь, видите, у самцов хвосты еще не очень открытые. Ну, некоторых уже более-менее. Ну, в основном еще они молодые. То, кстати, 9.03, это мы синих тернеций когда-то не рестили. То это не гуппи тогда родились. Здесь гуппи разных возрастов и от разных самочек. Так, ну здесь, как обычно, у нас подростки. Тоже гуппи, тоже разных возрастов. Чувствуют себя нормально. На втором ярусе также у нас вот такие красавицы. Буряковые или сиреневые, кто их называет. Тернеции. Чуть есть голубеньких. Конечно, без проброса не обошлось. Вот белые, смотрите, какие бриллиантовые, так скажем, да. Ну,
Кому-то нравится такой цвет, тоже люди садят таких красавцев в свои аквариумы. Здесь еще есть вот анциструсы подростки. Тоже один самец, по-моему, и 3 или 4 самочки у него. Ну, это подростки, это продажные рыбки. Если кто заказывает, то я отсюда беру их и отдаю. Вот показываю вам выводок голубых тернеций. Значит, рыбкам 2 месяца. Ну, как-то они сразу начали расти неравномерно. Ну, есть такие уже и покрупнее, но есть и чуть поменьше размером. Но в основном развитие идет более-менее нормально. Тоже едят они корм разнообразный. Сушка это на первом месте. Ну и, конечно же, даю мотыль им. Они даже уже мотыль едят целый. Ну, у меня такой мелкий лиманный мотыль. То они его свободно кушают. Но, конечно же, получают немножко и артемии. Иногда забрасываю им. На втором ярусе тоже стайка есть неона голубого. Производители гуппи. Ну, здесь такие тоже всякие они. Ну и, конечно же, на дне там есть сомики, которые тоже вместе с ними здесь проживают. Так, показываю тоже еще в очередной раз производители штербы. Вон там в дальнем углу слева. Здесь производители Венесуэла Оранж. Также стайка красного неона, вернее голубого неона. Самочка красного сюда попала одна. А и самец даже есть красного один. Ну, как-то так они себе здесь живут. И 2 малинезии. Не 2, одна малинезия. Одна уехала. Вот такая она красивая. Тоже неплохой выводок красных и желтых тернеций. Достаточно они как-то удачно вывелись и хорошо развиваются и растут. Вообще красная тернеция, она такая очень деликатная. Если и получается много икры, то малька до такого возраста, который уже не погибает, скажем так, не особо много. То есть вроде бы как и было тогда мальков, так маленьких вот этих, которые с личинки только поплыли, штук, наверное, 400. Ну так, на взгляд, может и меньше чуть-чуть. Но осталось вот не совсем много. Чуть больше 100, наверное. Ну как-то так. Так, вот такие у нас меченосцы. Сегодня у них была подмена, у них так хорошо, водичка чистая, фильтр чистый. Вот такое количество их здесь находится. Достаточно резвая и красивая рыбка. Ну и анцитрусы здесь тоже грозные, но не нерестятся, самец и самочка. Так что не удивляйтесь, если нерестов от анциструсов нет. Посмотрим, конечно же, и на Венесуэлу Оранж. Вот такие они. Здесь тоже вот анциструсы есть такого размера хорошенького. Уже 5 сантиметров, 4,5 до 6. Вон даже самец такой на аэрации сидит. Такой самый главный тут у них. Долгожитель, скажем так. Ну вот. Сомики в таком состоянии. Да, конечно же, посмотрим на наших анциструсов, которые вот находятся в 40-литровом аквариуме, которые постоянно сидят на коряшке. Хочу им уже дать, наверное, попробовать капусты. Немножко отварить ее, минуты 2. И они будут ее щипать. И даже я замечал, что даже
Тырнеция тоже подплывает. Ну, гуппи, живородка вся, меченосцы тоже любят вареную капусту. С удовольствием ее кушают. Вот отсюда, видите, чуть получше видно. Вот такие они хорошенькие. Такой выводок черных таких красавцев. В этом 10-литровом нерестовике еще такая компания. Уже взрослых гуппи. У самочек такие хвостики, видите, чуть такие голубенькие. У самцов красноватые плавнички такие, как огонь вроде бы. Здесь живут четко, им здесь все нормально. О, кстати, чуть не забыл показать Даню. Значит, попробовал развести, отсадил красных. Ну, что-то у них не особо как-то прошел нерест. Там икры было совсем мало. Да и самки или самцы попроскакивали через сетку. Там переполовинили икру. Короче, у красных нерест не удался. У зеленых чуть получилось личинки. Возможно, в дальнейших видео вам это покажу. Посмотрите. Но нужно будет их еще раз отсаживать. Синих не отсаживал, потому что синяя это как бы проброс. Ну, не знаю. Думаю, что синие и так получатся от зеленых и от красных, если их отсаживать. Вот здесь тоже анциструсы начинают свою игру. Ну что, играются, а толку нет. Вот еще один сидит, смотрите. Самочка. Ну, здесь один самец такой серьезный. Вот он. Показывает, что он здесь угол уже подготовил. Но самочки как-то его игнорируют. Так вода поплыла. И та не хочет к нему подплывать. Ну, посмотрим, возможно, что-то и произойдет. А вот здесь тоже коряга симпатичная такая, толстая. Вот тоже две самочки, самец. Вот та самка, которая на дальнем там плане, вон возле аэратора, да, возле распылителя. Та такая прямо толстая такая. Ну, это какая-то чуть потоньше, вот видите, сидит такая. Ну, не знаю, самец гоняет и ту, но пока безрезультатно. Вот и здесь тоже приличная компания. Раньше часто не рестились. Такой черный самец. Кстати, вот те маленькие, что я вам показывал перед этим, от этого черного самца. И вот самочка одна такая справа потемнее. Вот какое-то потомство у них такое есть. Ну, не знаю. Пока затишье. Возможно, давление им не подходит, там погода не подходит, не знаю. Ну, пока так. Ну вот смотрите, сидят две задумчивые самочки анциструса. В одном из видео я вам показывал, какие там были игры у них с самцом. И вот, пожалуйста, смотрите. Батяня сидит, охраняет две кладки икры. Даже там их как бы три. Одна вон та, которая на стене, да, на стеночке висит. И две как бы там, он там внизу они у него. Но они там одна, но она разделена как бы на две кучки. То есть, вот они играли и, пожалуйста, доигрались. И вот такой результат. И наш заботливый отец охраняет свой приплод, свое потомство. Кстати, никакого дополнительного стимулирования нереста я не делал. Вот им захотелось, и они отнерестились. Вот такой приятный момент. Ну что, друзья, вот такое небольшое видео, такой небольшой обзор. Смотрите видео, которые появились на экране. Кто не подписался, не забудьте подписаться на канал. Есть желание? Напишите комментарий, буду вас очень рад и спасибо вам за это. И до встречи на канале Разводня как хобби в следующих видео. Пока-пока.